Добрый день, дорогие козероги! Добро пожаловать на мой канал. И это видео ваш гороскоп на август 2025 года. Да, дорогие, это гороскоп по декадам, поэтому присаживайтесь поудобнее, будем планировать ваше время. И если вы козерог по солнцу, то первая декада — это все те, кто родился в декабре. Вторая декада — кто родился с 1 по 10 января. И рожденный с 11 января до знака зодиака Водолея — это третья декада козерогов по солнцу. Если вы смотрите по асценденту, то тогда 30 градусов козерога делите на 3 равных участка. То есть с 1 по 10 градус асцендент в первой декаде козерога, с 11 по 20 градус это вторая декада, и с 21 по 30, если попал ваша вот эта вот черточка асцендента, тогда это ваш асцендент в третьей декаде козерога. Ну что, ребят, у нас июль поистине наполнен событиями астрологическими. У нас еще сейчас подползает, я бы сказала, ретроградный Меркурий с 18 июля по 11 августа. Он у нас будет ретроградный во Льве, он у нас будет в квадратуре с Лилит. И вот вы спросите меня, как повлияет ретроградный Меркурий на козерогов. На кого-то повлияет, на кого-то нет. Если бы не Лилит, вообще бы ни на кого не повлиял, никакого движения вообще бы от него не было, вы бы даже никто не заметил. Но так как здесь Лилит и делает квадратуру к ретроградному Меркурию, то здесь, дорогие, особенно козероги, второй декады переживаем в плане своих взаимоотношений, договорных отношений, потому что Лилит в Скорпионе, Лилит максимально разбирает наши партнерские отношения, наши отношения любовные, наши отношения финансовые, наши отношения с финансами, в том числе, почему нет денег или почему они не приходят, почему не приходит тот уровень достатка, который вы хотите. То есть здесь козероги второй декады стоит об этом задуматься на период ретроградного Меркурия. И да, когда будет заканчиваться у нас ретро-мерк, он у нас будет в оппозиции с Плутоном, и это будет немножечко отдаленно влиять на козерогов третьей декады, поэтому здесь будет такой момент возможных сильных, мощных сделок, связанных с недвижимостью, в бизнесе, с деньгами. В общем, хорошие такие мощные сделки на очень хорошие суммы. Здесь нужно не пасовать, брать свою планку, понимать, что вы этого достойны, как никто, и это ваш, в принципе, путь по жизни, да. Что еще хочу сказать, что период ретроградного Меркурия в целом про коммуникацию, про взаимодействие. Не натворите лишнего в плане репутации, я вот так это могу сказать, да. Здесь, если вы в момент ретроградного Меркурия, точнее вот когда он будет заканчиваться, очень хороший такой момент вот в августовской его части, да, то есть первая неделя августа, это как раз-таки запускать что-то такое необычное, что-то новое, себя как-то пробовать реализовывать, потому что все-таки ретроградный Меркурий во Льве, а это всегда творчество, это всегда проявление, это всегда мотив себя заявить, о себе заявить. Ну и ретроградный Меркурий будет не просто в квадратуре с Лилит, но и в секстиле с Ураном. Эта история очень хорошо повлияет на козерогов, поэтому здесь постарайтесь, дорогие козероги, что-то новое сделать, внедрить, если, конечно же, вам захочется. Постарайтесь не чудить в любовных отношениях, потому что получится очень хорошо начудить, и потом исправить будет сложно, да. То есть вот такая история. Так, в период ретроградного Меркурия я не скажу, что все будет как-то очень сложно, как-то вот по-глупому. Нет, проверяйте документы, это такая стабильная история, абсолютно вообще не страшная. Но я хочу вам сказать, что для козерогов третьей декады, период ретроградного Меркурия, когда он будет заканчиваться, вот его августовская часть, здесь финансовые сделки, здесь вопросы недвижимости будут снова подниматься, здесь моменты будущего карьеры, статуса, снова будут эти моменты у вас актуальны, поэтому здесь, конечно, шапка закидательства — это хорошо, но здесь нужно
Подумать о будущем. Платформа, фундамент, ваше жилье, жилплощадь, если вы особенно живете на арендной, если у вас нет стабильной работы, если вы понимаете, что вы ее давно переросли и вам хочется больше, здесь снимаете иллюзии, да, и понимаете, достаточно ли у вас компетенций для развития вперед, достаточно ли у вас, ну, финансов для приобретения недвижимости, ну, потому что должно быть достаточно. И скажу, что когда Сатурн 1 сентября вернется в третью декаду рыб, то у козерогов третьей декады будут все основания на покупку недвижимости. И это такой мощный момент: покупка, приобретение, все сделки с куплей-продажей будут хорошо даваться. Плюсом здесь еще и автомобильная покупка в том числе тоже, потому что Уран с 7 ноября будет в третьей декаде Тельца, и тоже козероги третьей декады. Очень у вас хорошая открывается такая осень. Не зря я выпустила финансовый гороскоп для козерога, посмотрите. Для всех остальных знаков зодиака они тоже выйдут, потому что вы можете быть козерог по солнцу, асцендент козерога, да, но финансовые дома, например, водолеи, да, второй дом, или же, ну, если у вас асцендент в козероге, тогда у вас, скорее всего, 10-й дом вашего карьерного роста, социального статуса в козероге, в весах. То есть в весах, либо в деве. То есть здесь нужно прям таки подумать, задуматься, да, о том, какие качества вам нужно реализовывать, на какие отношения в себе взращивать. Это я про козерогов третьей декады сказала и начала, как нужно встречать период ретроградного Меркурия и этот август. Это совершенно понимаете, да, что начать вот так этот благоприятный период сейчас для вас выльется осенью в очень хорошие финансы, потому что у нас 22 августа складывается потрясающая конфигурация на небе. Собственно, для этого и финансовый гороскоп-то я и выпускаю, потому что осень у нас у всех, дорогие друзья, это я сейчас всем козерогам говорю, очень финансовая. То есть и здесь до конца 2025 года нужно свои финансы прям-таки на уровень выше поднять. Вы мне сейчас скажете, вот мы сейчас все взяли, посмотрели и подняли свои финансы. Ну, во-первых, не все так сделают. Кто-то поленится, кто-то скажет не верю, кто-то скажет так это не работает. Пройдет время, будет вспоминать по истечении периода упущенные возможности, а упущенная возможность это, ну, начинать сначала, можно это так сказать, да. А здесь есть такое очень хорошее активное окно возможности, не просто там неделя-две, а прям таки несколько месяцев активной работы. И главное, что окупаем будет труд в финансовом эквиваленте, да. Козероги второй декады, дорогие, у вас вообще очень сильно нужно начинать этот август, период ретроградного Меркурия, вот сейчас уже на этой неделе в июле, с разбором всех своих внутренних несостыковок, Лилит, где участвуют страхи денег, страх больших сумм, страх большой ответственности, страх остаться в одиночестве при всем достигнутом вашем богатстве, да, которого вы все боитесь получить. А козероги второй декады вообще должны все хорошо жить. Я вообще мало видела натальных карт козерогов, у кого по натальным картам нужно как бы жить скромненько, да, можно оно жить скромненько, но при этом себе ни в чем не отказывать скромненько, понимаете, я о чем говорю. Но очень мало кто из козерогов в этом разбирается. Потому что здесь нужно разобрать все свои обиды, все свои переживания, честно себе сказать, а мы же в это уперлись, да, мы вот здесь волнуемся и мы боимся. На чувстве страха у козерога второй декады вообще идет все движения и все остановки. Поэтому здесь нужно разобраться в своих страхах очень сильно. И здесь и кармические-то узлы у вас спрашивают очень сильно козероги второй декады, и весь август, и еще весь сентябрь, коридор затмений будут у вас тактично, красиво спрашивать. А потом уже начнется такой момент упущенных выгод. Почему? Ну, потому что у нас Юпитер, во-первых, входит в этом августе, в конце июля даже он входит во вторую декаду рака. Это с точки зрения ровно противоположность ваша, да, то есть у вас получается весь август, сентябрь, а в сентябре коридор затмений, то есть очень эмоциональный момент, когда Юпитер находится в оппозиции к вашему Солнцу. Когда Юпитер в оппозиции, мы, если не идем в социальную реализацию, в карьерное продвижение, мы очень сильно злы. Мы злы на всех, мы начинаем ругаться с близкими, мы начинаем портить отношения и остаемся ни с чем.
это козероги второй декады, я сейчас говорю, да. Поэтому у вас история, либо вы расширяетесь в бизнесе, вы там реализовываетесь, как говорится, вам там пощечины бьют конкуренты, либо же коллеги, да, но тем не менее вы все равно пробиваетесь, идете вверх, заслуживаете свои позиции своими усилиями, а домой приходите такие классные, вас всех любят, и эта история такая очень на самом-то деле хорошо складывается в любовных отношениях и очень должна хорошо сложиться в профессиональной вашей сфере, дорогие козероги второй декады. Ну, либо же, конечно же, период ретроградного Меркурия, его окончание затронет вас не те благоприятные истории любовных отношений, а как раз-таки любовных переживаний, но об этом чуточку позже. И козероги первой декады. В чем история у вас? Козероги первой декады. У вас такая история очень интересная, очень яркая. У нас в конце июля начинает складываться на небе такая оппозиция. Марс в оппозиции с Сатурном и Нептуном. И эта история в квадратурах ложится как раз-таки к Солнцем, Козерогам первой декады. В прямом смысле, если на таком, можно сказать, жаргонном сказать, либо ты поднимаешься сам, либо сложности будут продолжаться. То есть это такая история, это хорошее окно на самом-то деле для социального роста, для социального подъема, когда мы затянули, да, когда мы думали, что как-то само рассосется, но вот оно не складывалось, да, вот оно не складывалось, не получалось, мы думали, что вот мы достаточно приложили усилия, а вот здесь финальная петля, которая закончится в феврале 2026 года, и там будет, пожалуй, апогей, потому что у нас там коридор затмений, когда это закончится, то есть у нас 14 февраля Сатурн выходит, да, из Рыб, в Овна входит уже прям все, да, на ближайшие там 30 лет начинает новый оборот зодиакальный. И там у нас коридор затмений сразу, вот на следующие сутки. Понимаете, у нас жизнь ускоряется настолько, что мы не очень-то хотим. Козерог — это не тот знак зодиака, который любит бешеное ускорение, да. То есть козероги, мы привыкли жить по старинке, по стабильности. Мы любим, чтобы вот у нас было, вот насколько мы привыкли. Мы на это рассчитываем. Мы знаем, что где-то вот можно ужаться вот немножко, но мы вот здесь вот подстроимся, здесь попашем еще сильнее, здесь не отдохнем, и все как бы будет хорошо, да. Но вот нужно, ребят, вот сделать сейчас. Вот сейчас нужно сделать, и вот этот август как раз-таки история очень хорошая на покупку недвижимости, на работу, где нужно прям таки попотеть. И эта история, я не скажу, что она такая, знаете, у кого-то пройдет на напряженных аспектах, но это финальные петли планет, да. Это такая история, что вот у нас сейчас финальная петля будет и у Сатурна, и у Нептуна, и у Урана, и они все зимой, весной 26 года все вот как вот встанут в новые знаки, да, и уже вот в старую жизнь мы уже не вернемся, да. Поэтому здесь козероги первой декады, вот если вы из своего старого, из старых проектов, из старых привычек, из старого уклада жизни можете максимально что-то вытянуть, вытягивайте. Вот у вас в этом августе можно забежать в последний вагон, я это так говорю, да, всех своих прошлых моментов, потому что у нас жизнь начинает ускоряться настолько с начала 2026 года, что у нас коридор затмений в следующем году будет в феврале и в августе, чувствуете, да, то есть изменения даже в планетарных движениях, да, в циклах. И этот момент тоже нужно учитывать, понимаете, да, что не от меня зависит, я вот так это захотела и сказала. Нет, я посмотрела и сама удивилась, что у нас в феврале коридор затмений. Вот так, а он всегда был в марте, в апреле, если вы помните, да, в мае был в 23 году, поэтому вот такая история. И здесь, ребят, смотрите, начало августа у козерогов первой декады история вот для построения своего фундамента, для хорошего заработка, вот такого мощного, сильного, но аспекты достаточно напряженные. Не скажу, что по силе невыносливые, нет, все мы совсем справимся, мы совсем совладаем, все у нас получится, но здесь просто-таки нужно понимать, чтобы не сдаваться, вот и все. Если будет не получаться с первого раза, не сдавайтесь, находите связи, находите контакты, находите людей, с кем вы можете ту или иную операцию или сделку сделать
сделать, и будет получаться. Здесь, естественно, все в рамках закона, будьте аккуратны, чтобы бумага была вот как надо. Поэтому здесь будьте с этими моментами очень аккуратны, тогда период ретроградного Меркурия даст, наоборот, такой толчок к движению к росту. Ну и да, у нас 9 августа полнолуние. Полнолуние у нас, естественно, в каком у нас всегда в августе знаки полнолуния? Естественно, водолеи, да, потому что захочется сказать, я немножко устал, я немножко ухожу, но не настолько, да, не настолько. Поэтому здесь основной такой минус, то, что у нас Солнце с Луной будут в квадратуре с Лилит, а это наши там страхи, переживания оголятся. Ну вот еще несколько денечек ретроградный Меркурий до 11 августа. И потом, ребята, все. Потом у нас на небе выстраиваются очень классные конфигурации. Здесь у нас на 2 недели для Козерога всех декад. Сейчас каждому расскажу, какие вообще возможности есть. Здесь у нас складывается, даже Лилит нам здесь будет помогать. Но тем не менее, нужно максимально честно себе во всех последующих шагах давать ответ, да, что же вы хотите от своей жизни. Потому что, например, у Козерогов первой декады это момент финансовой стабильности, обретения, да, это момент, конечно же, работы, карьеры, уйти с долговых зависимостей, да, то есть вот свои финансы поднять в плюс. То есть здесь вот такая история. В работе будут сложные проекты, в них нужно разбираться, нужно понимать, что вот просто аспекты такие, это пройдет, ребят. Ну, то есть это не вечность. И да, вы совсем справитесь однозначно. Нужно договариваться, нужно не агрессировать, потому что здесь Марс будет в первой декаде весов, да, вот в эти 2 недели. И здесь можно сагрессировать, здесь можно поругаться. Будьте аккуратны, потому что лучшая такая компенсация — это быть лояльным, быть понимающим. Мужчина вы или женщина, без разницы. Будьте аккуратны, будьте внимательны к любым несостыковкам в том числе. Это Козероги первой декады. Козероги второй декады. Ну, у вас здесь, я бы сказала, что хорошее время для любовных встречаний, гуляний, переживаний. Очень хорошая такая история, если бы это все не было в оппозиции к вашему внутреннему я. То есть у вас будет такая история, что ваша вторая половинка захочет сказать: поехали отдыхать, поехали купаться, поехали загорать, поехали на море, поехали вот это, у вас будет внутреннее ощущение, что вы чем-то не тем занимаетесь, что вы не туда идете, что вам бы денег хочется больше заработать, а у вас тут какие-то непонятные мероприятия, да, поэтому здесь отдыхать, конечно, хорошо, но отдых так себе на вас сложится, да, если у вас не организовано, поэтому здесь таки понимайте, ну и не ругайтесь со своими вторыми половинками, потому что все-таки Юпитер в оппозиции к Солнцу будет. И когда мы имеем совершенно другую точку зрения со своими вторыми половинками, да, и этот момент нужно четко, ребят, понимать, что нужно говорить, нужно разговаривать, потому что 100% ваши вторые половинки, они не глупые, потому что Козерог не может себе найти какую-нибудь пассивную вторую половинку, то есть здесь партнер у вас однозначно такой же по силе, такой же мощный, такой же характер, ну это суть такая у Козерога. Нам всегда попадается в жизни тот, кто максимально поможет нам отыграть наши и лучшие, и худшие стороны. Поэтому, понимаете, здесь даже если ваш партнер это близнецы какие-нибудь, да, то там однозначно все, там Плутон напряженный, Сатурн напряженный, и черты характера, они такие мощные, движения вперед, такое все хочется идти и продвигать, да, поэтому вот такая история. А так, конечно, хорошее время, если не наспор, если вот как душе угодно отдохнуть, да. Здесь все-таки Лилит будет в секстиле к Солнцу Козерогам второй декады, и Юпитер будет в оппозиции, захочется и потратить, и отдохнуть, и захочется себе как-то сказать, что вот мы достойны этого. Трезво свои финансы
просто контролируйте, понимайте, чтобы это не утекло туда, куда не нужно, чтобы потом к концу месяца не остаться у разбитого корыта. То есть здесь момент подсчета ваших финансов и оценки вашей личной ситуации. Вам сейчас в работу, в продвижение, в карьеру или все-таки немножечко отдохнуть. И здесь, понимаете, каждый принимает решение сам. Я здесь скажу, что здесь нужно, конечно же, максимально немножечко вот так вот сэкономить, да, но при этом в качестве не потерять, чтобы вот здесь вот так было понятно, да. Если захочется шикануть, то эта история не туда. Не надо, чтобы вот хотелось шикануть, да. Нужно с максимальным сохранением финансов сохранить отношения со вторыми половинками, при этом как раз-таки и не потерять вот то хорошее, что есть, да, если доступно объяснила. Ну и козероги третьей декады, здесь, конечно же, ребята, вы знаете, я вам уже говорила, максимум движения вперед, здесь у вас такие финансовые аспекты, движение вперед, подписание договоров, и если вы не смолодушничаете, то получится хорошо. В работе хорошо, новые проекты, новое интересное. И, конечно же, это вот такая вот история, которая сейчас скажет, ну я хочу отдохнуть, Ну вот если очень сильно хочется, отдыхать. Все-таки здесь и Нептун рядышком ходит. Потому что мне обычно говорят, Женя, почему мы с вами летом никогда не отдыхаем? Почему у вас всегда такие продуктивные гороскопы? Ну, потому что если у вас есть деньги, вы можете отдыхать хоть в любое время года. И это такая нормальная история, но почему в вашей голове этой истории нет? То есть настоящий козерог, не знаю, первой, второй, третьей декады, это тот козерог, который на свой день рождения отдыхает. Понимаете, о чем я? И это у вас должно быть вообще нормально. Вот к такому уровню нужно стремиться, чтобы отдыхать, когда вам хочется. И это такая нормальная история вашей натальной карты, то есть вашей реализации в жизни. То есть вы, в принципе, к этому пришли. А так, конечно, козероги третьей декады, отдыхать хорошо, можете позволить себе отдохнуть. Но вот в конце августа, в начале сентября придет Юпитер в третью декаду Рага и скажет, так, мы много потратили, мало заработали. И вот здесь нужно брать масштабами, нужно брать объемами. Ну, то есть это вот сказка, ложь, давнее намек, но вот так, ребята, оно получается. Я, конечно же, очень сильно хочу сказать, что все будет у нас только прекрасно, и оно само придет. Так не бывает, да? Идем дальше. У нас 23 августа у нас начинается новый лунный цикл. Не могу про него не сказать, потому что у нас в этом лунном цикле коридор затмений. Эмоциональный, да, активный, да. Повлияет ли на козерогов? Повлияет. Повлияет ли на других людей? Естественно, они еще тоже фоном будут на нас вот так отсвечивать. Поэтому здесь последняя неделя августа у нас новолуние. Новолуние в Деве, ощущение вот и лето прошло, пролетело однозначно. Солнце в соединении с Луной в квадратуре с Ураном, понимаете, да, захочется движухи, захочется вперед на баррикады. У нас начинает складываться оппозиция Венера-Плутон, влиять на козерогов третьей декады, понимаете, да, дорогие? Поэтому здесь Венера-Плутон это всегда про деньги, это всегда у нас мало денег. Где деньги? Почему мы их не заработали? Поэтому, вот такая история. Точно так же Венера-Плутон это и про отношения. Если у вас в отношениях есть какие-то нестыковки, здесь захочется либо разрушить отношения, либо поднять их на новый уровень. И здесь, естественно, каждый выбирает сам. Также у нас начинает складываться уже здесь Юпитер в квадратуре с Марсом. Напряженненький аспект. Еще первую неделю сентября с нами будет. Плюсом у нас после этой недели будет Уран в квадратуре с Меркурием. То есть мы понимаем, что у нас сейчас последняя неделя августа, новый лунный цикл, вот на таких началах. Следом первая неделя сентября очень турбулентная, очень богата на различные события, движения, хаотичные движения, где мы можем и репутацию испортить, где мы можем и отношения испортить, из них выйти, где мы можем быть немножечко неадекватным, потому что у нас с 7 сентября по 21-22 у нас открывается коридор затмений. То есть 21-22, все в зависимости от того, в каком полушарии вы живете, западное или восточное, понимаете, да?
И этот коридор затмений, как естественно, как все, будет эмоциональный. На кого максимально повлияет? На Козерога второй декады 100%, ребят, вот 100%, да, поэтому все то, что я говорила про начало августа и двигаться в этом направлении, связано с вашей реализацией, работой, карьерой, статусом, проявленности, то есть расширение своих профессиональных качеств, да, вот это сюда, это в коридоре затмения прям максимальная вспышка такая будет, да, то есть здесь либо вы действуете, либо вы потом считаете, что, а почему я не действую, и Козероги первой декады, у вас все-таки здесь история будет больше, я скажу, на тех же самых историях, что я говорила. Плюсом с 1 сентября Сатурн уже снова в рыбах. И это история работы, которая вот она пришла, вот она здесь. И здесь хочется сказать, что я как бы не хочу, но, ребят, профессиональная сфера нас ждет, наши обязательства, наши незакрытые вопросы, вот они все здесь. Козероги третьей декады, ну, ребята, у вас очень такая большая мощная история проявления, да, очень ярко можете в работе стрельнуть или именно в коридор затмений. Здесь, кстати, у кого есть вопрос собственный, пишите в комментариях, я посмотрю, получится или не получится в коридор затмений, потому что при наличии других каких-то аспектов могут быть какие-то несостыковки. Но если вы все-таки нацелены на результат, здесь нужно действовать, потому что пока аспекты стоят, и это очень хорошо, и большие высшие социальные планеты, они все за вас, понимаете, Козероги третьей декады. И здесь уже к коридору затмений Юпитер-то уже будет в третьей декаде Козерогов, и здесь все вопросики нереализации и бездействия у вас в коридор затмений тоже опять же все поднимутся. Поэтому, понимаете, да, мы заканчиваем август, но мы уже почти что в сентябре. То есть, как мы будем заканчивать август, так и будут наши эмоции в коридор затмений. Это, я не буду говорить ничего такого эзотерического, я не буду рассказывать про энергии, вот это вот все. Просто скажу очень четко и приземленно, да. Коридор затмений — это, да, эзотерические моменты здесь тоже есть, но в таких моментах у нас всегда очень много сил. У нас очень много желания что-то сделать, да. И, к сожалению, большинство людей направляют эту энергию для того, чтобы разрушить отношения, уйти с работы, поставить финальную жирную точку в каких-то отношениях, в браке, в любви, на работе. Хорошо, если кто-то вышел из каких-то отношений и пошел дальше в жизни реализовываться, не просел еще ниже ни в финансовом плане, ни с точки зрения самооценки, да, как личность не потерялся. Но очень многие в коридор затмений еще говорят, это карма. Ну, карма — это результат наших прошлых действий. Ну, вот я вот не просто так здесь начала с июля, и вот вам рассказываю, что в сентябре у вас не случилось вот этой кармы, что в сентябре ваши желания, которые вы хотите сделать, они у вас только возросли, да, то есть у вас не просто желания возросли, у вас сил было больше, чтобы вы первую неделю сентября, когда случится вот это хаотичное изменение и подготовка к коридору затмения, когда люди начнут максимально неадекватно себя вести, естественно, те, кто послабее, здесь можно немножко потеряться и фокус сместить, да, здесь главное понять, что первая неделя сентября, она будет реально турбулентная, но начнется вот это ощущение уже в последней неделе августа, я вот здесь про это, и каждой команде Козерогов я сказала, как действовать, да, то есть для того, чтобы не потерять, а наоборот только в плюс выйти, да, и в отношениях, и в финансах, и в работе, и в статусе. И здесь история того, что в коридор затмений, конечно же, нужно прикладывать очень много сил. Поэтому не сдавайтесь. Это не для того, чтобы вот там вы устали, сил у вас больше не осталось. Нет, когда вы будете делать, не сдаваться, и вы увидите результат, что он у вас будет получаться. Потому что коридор затмений у нас пойдет на убывающем лунном цикле, и здесь его нужно начать очень сильно и очень мощно, чтобы потом просто продолжать эти действия, идти дальше. А начинаем мы его как раз-таки этот месяц, этот лунный цикл 23 августа. То есть, понимаете, у нас такой большой гороскоп получился. Поэтому, дорогие мои козероги,
У каждого здесь история абсолютно своя. Я не скажу, что она какая-то плохая, сложная, неподъемная. Для Козерога вообще нет задач невыполнимых. Поэтому здесь, мои дорогие, включайтесь в каждый в свою жизнь. Понимайте, что нет у волшебника на голубом вертолете. Его нет, его не существует. Все самим, все самим. Да, я вас здесь прекрасно понимаю. Поэтому, если у вас остались вопросы, открывайте в комментариях, пишите свои дату, время, место рождения, вопросы. Я в режиме свободного времени постараюсь на все ответить. В конце месяца у меня будет еще про Козерога финансовый гороскоп записала. Значит, в начале августа будет гороскоп на сентябрь с полной разверткой коридора затмений и после, что же там делать потом. Поэтому здесь не волнуйтесь, мы обязательно со всем справимся. Это я точно знаю, потому что осень у нас просто классная. Мы классные, осень классная, и нам нужно только идти вперед, не сдаваться под обстоятельства и события, не сламливаться. Поэтому, ребят, спасибо, что досмотрели. В конце по классике актуальные ролики. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.